Всем привет! Сегодняшний рецепт будет из рубрики «Вкус детства». На него меня вдохновил один комментарий из предыдущего видео. Мое детство пришлось на тот период, когда не было такого обилия вкусностей и сладостей в магазинах. Поэтому такие вкусняшки нам готовила часто мама, а мы ей, конечно же, помогали. Частым гостем на нашем столе была вот такая вот шоколадная колбаска. Для ее приготовления нам понадобится полкилограмма песочного печенья, 100 граммов сахара, 30 граммов какао, 150 граммов молока и 200 граммов сливочного масла. Сначала необходимо измельчить печенье. Измельчать слишком мелко не нужно. Кусочки должны быть разные, и крупные, и мелкие, и что-то должно рассыпаться в крошку. Как-то так. В свою колбаску я еще решила добавить небольшое количество грецких орехов. Это делать не обязательно, если вы не любите орехи. Но мне с орехами шоколадная колбаска нравится больше. Брала их буквально 50-70 граммов, больше не нужно. Измельченные орехи добавляю к печенью. В кастрюльке смешиваю молоко, сахар, добавляю щепотку соли. Добавляю также масло и какао. Немного все перемешиваю и ставлю на огонь. Варю смесь, постоянно помешивая на огне ниже среднего. Наша задача здесь стоит не закипятить смесь, а довести до полного растворения сахар и сливочное масло. В итоге должна получиться вот такая однородная шоколадная глазурь. Еще теплую шоколадную глазурь отправляю к измельченному печенью. Хорошо все перемешиваю. На весь процесс уходит от силы 2 минуты. В итоге получается не слишком густая, но и не жидкая шоколадная масса. Ее я выкладываю на пищевую пленку. Пленку я застелила в 2 слоя, чтобы она была поплотнее. Шоколадную массу выкладываю примерно в 2 сантиметрах от края. Слишком толстым слоем массу выкладывать не стоит, так она будет дольше застывать. Лучше разделите ее, как и я, на 2 части и сделайте 2 колбаски. А затем на манер роллов скручиваю рулет. Поджимаю края, стараясь выпустить как можно больше воздуха из рулета. Рулет должен получиться достаточно тугой. Затем подхватываю хвостики колбаски и вот так несколько раз прокатываю по поверхности стола. Таким образом колбаска уплотняется и становится более ровная и красивая. Осталось только завязать хвостики колбасок на узелки, для того, чтобы наш рулет не раскрутился. И отправить на несколько часов в холодильник. Лучше, конечно же, на ночь. К утру шоколадная колбаска уже полностью застыла и стабилизировалась. Поэтому я смело отрезаю хвостики и удаляю пищевую пленку. Она нам здесь уже не нужна. Нарезаю полученную колбаску на небольшие порционные кусочки. Если посмотреть издалека, действительно прям сервелат. Дети сметают со стола ее буквально за 5 минут. Уж очень она им нравится. Кстати, этот десерт можно сделать не только в форме колбаски, а можно уложить массу в круглую или квадратную форму, и в итоге получится леопардовый пирог. А какие вкусняшки готовила ваша мама? Я думаю, у каждого найдется в закромах хотя бы один рецепт. Надеюсь, мое видео оказалось для вас полезным. Если оно вам понравилось, обязательно поставьте лайк, делитесь им в соцсетях.
А также подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных рецептов.